Нюрнбергский процесс можно назвать справедливым судом, в результате проведения которого все нацисты получили по заслугам. Может быть, не все, но многие. Тем не менее, есть фотографии, где сторонники Гитлера смеются. Весело в том числе Герману Герингу и Рудольфу Гессу, что развеселило тех, кого ожидала суровая кара. Попробуйте догадаться. Если внимательно рассмотреть фото, то видно, что улыбаются, сдерживая смех, и солдаты союзников, которые выступают в качестве конвоиров и следящих за порядком. Значит, произошло что-то, что не связано ни с политикой, ни с войной. Не могут же гитлеровцы и те, кто их судит, вместе смеяться над какой-то вещью, касающейся процесса. Вероятно, произошло что-то такое человеческое, что развеселило всех сразу. Об этом писали и Борис Полевой, и Александр Звягинцев. Возможно, кто-то из слушателей уже знает, в чем дело. Ладно, томить не буду, расскажу, как было. Начнем с того, что каждому нацистскому преступнику на процессе выдали наушники. Все же суд был гуманным и, можно сказать, демократическим. Каждому подсудимому обеспечивали право на защиту. Это выражалось в том числе в следующем. Преступникам обеспечили возможность слушать реплики на родном языке. Обычная практика. Все, что говорили в зале, синхронно переводилось. Выделился адвокат Альфреда Розенберга по фамилии Тома. Нужно отметить, что большинство защитников работало с помощниками, все же такой процесс не каждый день происходит. Тома действовал так. Он произносил реплики для всех в микрофон, а когда юристу нужно было обратиться к помощнику, он переключал тумблер и говорил все, что хотел, без лишних ушей. Напряженная обстановка, постоянное включение и выключение микрофона. А тут еще помощник сует зачем-то книгу «Мифы 20 века» Розенберга. Тома разгорячился и забылся. Он не выключил микрофон и рявкнул: «Зачем вы суете мне эту дрянь?» Естественно, что реплику услышали все. В том числе и нацистские преступники, которые не могли удержаться от смеха. Что там говорить, почти рассмеялся даже председательствующий лорд Лоренц, который был убежден, что смех в рамках такого процесса – это недопустимое дело. Но это еще не все. Нужно подчеркнуть, что Геринг, Гесс и прочие в принципе долгое время находились в суде в хорошем расположении духа. И дело не в том, что помощники адвокатов, как сейчас говорят, тупили, а защитники на них срывались при включенном микрофоне. Такой случай известен всего один. Нацисты надеялись на спасение. Известно, что союзники были не слишком дружны. Когда шли военные действия, каждый старался поменьше сражаться и побольше завоевать. Кроме СССР, пожалуй. Советский Союз, в отличие, например, от тех же американцев, вел священную и народную войну. Когда Рейх был повержен, союзники стали делить его территорию. Нацисты же надеялись, что Великобритания, США и СССР разругаются и не смогут организовать трибунал должным образом. Главной задачей сподвижников Гитлера было затянуть время. Хороший расчет. Чем дольше идет суд, тем больше шансов, что союзники перестанут работать сообща, тем выше вероятность спасения. К счастью, плану нацистов не суждено было реализоваться. Геринг, когда понял, что его дела плохи, самоустранился. Аналогично поступил и Гесс, несмотря на то, что его приговорили к пожизненному, а не к высшей мере. Правда, последнее случилось спустя десятки лет после того, как не стало Геринга. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал «Загадки истории» и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.